Здравствуйте! Вы на канале «Синие крылья». Сегодня будем разбираться, нуждаются ли попугаи средних и мелких видов в минеральной смеси. Спойлер, нет, минеральная смесь попугаям не только не нужна, но даже вредна. Однако большинство владельцев попугаев верит, что минеральная смесь – это часть ежедневного рациона попугайчика. И часто в клетках можно ее увидеть в отдельной кормушке в постоянном доступе у птицы. Почему же многие десятилетия бытует мнение, что минеральная смесь необходима попугаю в качестве гастролитов, которые должны помогать нашим птицам перетирать пищу? Но это правило действует только для птиц с прямыми клювами, например, такими как куры. А у попугаев клювы изогнуты, поэтому они прекрасно перетирают пищу самостоятельно. Так уж повелось, что то, что написано в книгах, воспринимается многими людьми как истина, тем более, что долгое время книги были одним из важных источников информации. Так, например, Гринев в справочном пособии, которое называется «Попугаи» 1991 года выпуска, рекомендует давать попугаям речной песок. Цитирую. «Речной песок должен постоянно находиться в клетке с попугаями, так как запасы его в желудке птицы нуждаются в пополнении по мере стирания песчинок. Песок можно ставить в отдельной посуде, засыпать им пол клетки или включать в состав минеральных брикетов. В песке обязательно должны быть песчинки покрупнее 1-2 мм для крупных попугаев, а для мелких видов могут быть и мельче, до 1 мм. Очень мелкий песок применять не следует, так как он только засоряет пищеварительный тракт, а с функциями гастролитов справляется не в полной мере. Не следует применять песок с различными примесями, солью, сильно замусоренный и запыленный. Любой песок, принесенный с улицы, нужно промыть в проточной воде, а затем прокипятить или прокалить на сковороде. Продезинфицированный таким образом песок можно ставить в клетку с птицами. А в книге Рахманова и Бессарабова 1991 года выхода, которая называется «Фазановое содержание и разведение», написано: для лучшего измельчения и перетирания кормов в желудочно-кишечном тракте куринообразным птицам, заметьте, куринообразным птицам, то есть птицам с прямыми клювами, необходимы гастролиты, мелкие твердые кварцевые или гранитные камешки. При отсутствии гравия и кварцевых камешков хуже усваиваются питательные вещества. И в книге Рогова, которая называется «Попугаи», автор пишет, что идеальной минеральной подкормкой для всех видов попугаев считается смесь из толченого ракушечника и мелких камешков различного происхождения. Прошли десятилетия, но многие люди продолжают давать песок, ракушечник, кирпичи, либо покупную минеральную смесь своим попугаям, ведь эта информация уже закрепилась, и люди не ищут новые источники информации. Расскажу об одном случае, который произошел со мною, когда я покупала одного из своих волнистиков у заводчицы, женщины довольно преклонных лет. Заводчица вместе с птицей дала мне несколько ложек зерносмеси и хотела насыпать минеральной смеси известного изготовителя. Когда же я сказала, что минеральную смесь нельзя давать попугаям, поскольку минеральная смесь может привести к закупорке зоба, а также травмам желудка вплоть до кровотечения. И все это хорошо видно на рентгеновских снимках птиц. На эти аргументы заводчица глубоко возмутилась и сказала, что у нее на полках стоит множество книг, в которых написано, что минеральная смесь необходима попугаям для пищеварения. Кроме того, минеральную смесь давала своим птицам и другая заводчица, которая занималась этим делом много лет и поделилась информацией с этой женщиной. Также аргументом в пользу того, что минеральная смесь птицам нужна, было то, что эта смесь произведена в одной из европейских стран, и, соответственно, там не может быть произведено ничего некачественного. Кроме минеральной смеси, при покупке птицы у этого человека я получила с собой памятку, выписку из одной из старых книг, где указано, что минеральная смесь должна находиться в клетке у волнистика всегда, и птицам нужны сухари, а вот ветки деревьев можно далеко не все. Вот так и кочуют мифы о содержании попугаев из поколения в поколение.
Люди воспринимают информацию как истину и следуют ей всю жизнь, передавая эти устаревшие сведения другим, новым владельцам и заводчикам. А тем временем жизнь не стоит на месте. Появился интернет, где люди могут найти информацию не только на своем, но и на другом языке и поделиться опытом. Не менее успешно развивается и медицина птиц. И теперь попугаям делают рентген во время плановой диагностики не менее чем 1 раз в год, для того, чтобы оценить состояние внутренних органов и костей птицы. На моем канале есть плейлист, который называется «Консультации врача моих попугаев» Екатерины Вересовой. В описании к этому видео я оставлю ссылку на ролик, в котором вы сможете посмотреть на рентгеновские снимки моих попугаев и услышать, что скажет врач о минеральной смеси. Так сказать, из первых уст. Так вот, врачи обнаружили, что минеральная смесь попугаям не нужна для пищеварения. Она даже не усваивается организмом птицы. И что это значит? Только то, что минеральная смесь может застревать в зобе и привести к его закупорке. Птица не сможет кушать. И если в этом случае попугая в течение суток не доставить к врачу, он может не выжить. Также минеральная смесь может накапливаться в желудке попугая, повреждая при этом его стенки, что может привести к воспалительному процессу либо кровотечению у птицы. И даже после того, как из меню попугая полностью исключить минеральную смесь, выходить из организма с пометом она будет еще очень долго, примерно 3-4 месяца. В моей группе в Telegram состоят участники, владельцы попугаев-квакеров из разных стран. Так вот, все врачи из этих стран единодушно сходятся во мнении, что минеральную смесь, состоящую из камней и ракушечника, следует полностью исключить из рациона птиц. У многих врачей, специалистов по лечению экзотических птиц, есть свои аккаунты в Instagram и в YouTube, где они рассказывают о клинических случаях, делятся результатами диагностики, фотографиями и рентгеновскими снимками, и даже результатами вскрытия птиц. И вот там вы можете найти наглядные примеры того, к каким последствиям приводит минеральная смесь. Если в клетке у вашего попугая все еще находится кормушка с минеральной смесью, рекомендую немедленно от нее избавиться. И не добавляйте минеральную смесь в глиняное печенье и копошилку. В качестве минеральной подкормки можно использовать аптечную глину без добавок, минеральный камень, мел, сепию, вареную измельченную скорлупу яиц без внутренней пленки и активированный уголь в таблетках, либо от сгоревших дров без использования средств для розжига. По поводу поедания птицами угля у врачей на данный момент нет единого мнения. Кто-то считает, что уголь вымывает из организма птиц полезные вещества, а другие думают, что уголь должен быть у попугаев в кормушках ежедневно. Я измельчаю таблетку активированного угля на зерносмесь 1-2 раза в неделю. Остальные вышеперечисленные компоненты я либо перемешиваю и оставляю в кормушке, либо добавляю в глиняное печенье и подвешиваю его в клетке. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки. Делитесь этим роликом в соцсетях, подписывайтесь на канал «Синие крылья». А владельцев попугаев-монахов-квакеров приглашаю в свою группу в Telegram для общения и обмена опытом. О том, как попасть в группу, вы можете узнать из закрепленного сообщения к этому видео. До свидания, до новых встреч!